Здравствуйте. Да, я здесь, собственно, для того, чтобы рассказать вам эту лекцию, чтобы благодаря этой лекции мы собрали различные донаты для украинок и украинцев, так что вы сможете не только сегодня узнать что-то новое, возможно, но и как-то помочь беженцам. Что ж, приступим. Давайте я расскажу в пару слов. Кто-то должен нажимать на слайды. Пару слов о себе скажу, чтобы оправдать как-то здесь вообще свое присутствие и заручиться вашим доверием ко мне в отношении этой темы. Меня зовут Марго. Я веду блог на протяжении 3–3,5 лет. В последнее время в Инстаграме, ТикТоке и на Ютубе. Это мое основное место работы. И я интерсекциональная феминистка и квир-блогерка. И, соответственно, основными темами в моем блоге являются проблемы женщин и проблемы квир-комьюнити. Сейчас я уже гордая, открытая бисексуалка, но путь мой к этому званию был довольно долгий, тернистый и во многом запутанный, потому что я не была в информационном поле, в котором было бы достаточно информации для меня, чтобы разобраться в себе. Поэтому в моей голове, конечно, было много путаницы, и я хочу сегодня предотвратить такое у здесь присутствующих. Пожалуйста, следующий слайд. Давайте сейчас расскажу, о чем мы будем сегодня говорить, какая будет структура лекции. Для начала я расскажу, что такое вообще ЛГБТК+, что скрывается за этими буквами, дам определение. Потом обсудим флаг радужный, что это вообще за флаг, откуда он взялся, какие значения цветов у этого флага. Потом перейдем к теме сексуальной ориентации, поговорим, что это такое, какие ориентации вообще бывают. После обсудим такие термины, как гендерная идентичность и квир. После перейдем к каминг-ауту, обсудим, зачем нужен вообще месяц гордости, что это такие вот за парады проходят. Потом я расскажу, какое отношение к ЛГБТК+ сообществу в разных странах. Поделюсь полезными источниками, как русскоязычными, так и англоязычными, где вы сможете уже более глубоко как-то изучать эту тему. И в конце расскажу, как же быть хорошим союзником для квир-сообщества, если вы не являетесь его частью, но хотите как-то его поддержать. Ну и, разумеется, в преддверии Нового года будет для вас подарочек для всех, кто пришел на эту лекцию. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, начнем. ЛГБТК+, это аббревиатура. Аббревиатура, которая используется для обозначения негетеросексуальных или цисгендерных персон, медиапродуктов, организаций, мероприятий и так далее. Возможно, сейчас для кого-то здесь были новые слова. Не знаю, могу я попросить, раз нас не очень много, поднять руки, кто знает слово «гетеросексуальный»? Кто знает? Все почти. Ага, хорошо. И кто знает слово «цисгендерный»? И что оно обозначает? Значит, мне не нужно давать определение. Ладно, я все равно дам определение. То есть, если мы берем по очереди, разбираем это определение, обозначение негетеросексуальных для обозначения гетеросексуальных, то есть людей, коих в сексуальном или романтическом ключе привлекает противоположный гендер. И, то есть, негетеросексуальных — это не противоположный или не только противоположный. И если мы говорим про цисгендерных, то, возможно, не все знают слово цисгендерный, вот из, например, наших слушателей, которые будут смотреть это в записи, но наверняка многие слышали термин трансгендерный, так вот, цисгендерный — это когда ваша гендерная идентичность, ваше ощущение внутреннее себя соответствует тому, что вам написали в свидетельстве о рождении. А трансгендерный — это когда не соответствует. То есть, например, я могу про себя сказать, что я цисженщина, цисгендерная женщина, я родилась, мне в свидетельстве о рождении написали буковку «Ж», и, в общем-то, я себя на эту буковку «Ж» и чувствую всю жизнь. Переходим к следующему слайду. Итак, давайте разберем каждую букву вообще по отдельности, что каждый из них знает. Значит, L – это лесбиян, женщина, которая испытывает сексуальное или романтическое влечение к женщинам. G – это гей, то же самое для мужчин. B – это я, bisexual, персоны, которые испытывают сексуальное или романтическое влечение к двум или более гендерам. T – это транс, это та, чья гендерная идентичность не совпадает с предписанной по рождению. Q – это queer, на этом термине мы остановимся чуть попозже. И A – это asexual, это термин для тех людей, кого другие не привлекают в сексуальном плане, но асексуальные люди могут испытывать влечение какое-либо другое. Также я должна сказать, что асексуальность — это спектр. На этом мы тоже подробнее сегодня останавливаться не будем, но я дам в конце
источники, благодаря которым вы сможете как-то больше узнать именно про асексуальность. Итак, ну и плюсик отвечает за все остальные сексуальные ориентации и гендерные идентичности, которые не присутствуют здесь. Периодически аббревиатуру пишут с буквой «и» после «а», с буквами «п» и другими разными буквами, которые обозначают гендерные идентичности и сексуальные ориентации, но это вот такая, можно сказать, наиболее короткая. Главное, плюсик поставить, и тогда все будет хорошо, потому что он как раз отвечает за все то, чего здесь нет. Итак, можно перейти к следующему. Итак, что же у нас с радужным флагом? Флаг у нас является одним из самых ярких символов квир-сообщества и активно используется на парадах, вывешивается за окна домов, вешается на, не знаю, перила, крепится к стенам, за окна частных домов, если в частном доме живут представители квир-сообщества, которые хотят как-то подчеркнуть то, что они ведут открытый образ жизни и что они открыты в каких-то коммерческих заведениях, если мы говорим о ресторанах, барах, кафетериях, кинотеатрах, чего угодно. Это может означать, что либо заведение является queer-friendly, то есть что в заведении принимаются абсолютно все люди, независимо от их гендерной идентичности и сексуальной ориентации, либо что заведение имеет queer-направленность, то есть основной целевой аудиторией, основными людьми, которые там присутствуют, являются queer-персоны. Также радужный флаг сам по себе и цвета из радужного флага часто используются в качестве аксессуаров в одежде, в интерьере, в одежде, используются там, в значках, носках, футболках, в интерьере, в магнитах, картинах, чего-то, как только возможно. И в одежде это, можно сказать, не то чтобы тайный, но определенный такой символ, благодаря которому ведется определенная коммуникация между двумя квир-персонами. На самом деле история с символами довольно давнишняя, так как до сих пор во многих местах быть квир-персоной это буквально опасно для вашей жизни. Точно так же было и до этого столетиями. У сообщества появился определенный язык жестов, язык знаков, язык символов, благодаря которому они могли общаться, потому что люди и раньше и рождались, и как-то осознавали себя, и заводили отношения, и жили друг с другом, и нужно было другому человеку дать понять, кто ты. И вот одним из таких символов, например, является лаванда и лавандовый цвет для девушек, которым нравятся девушки. Откуда же взялся, собственно говоря, вот этот вот радужный флаг? Он был создан в 1978 году художником, активистом, ветераном войны во Вьетнаме и драг-артистом Гилбертом Бейкером, и создал он его по указанию одного из первых открытых гей-политиков Харви Милком. Изначально во флаге было 8 цветов, но ярко-розовый и бирюзовый цвет оттуда убрали, потому что в 1978 году эти цвета были сложны в производстве. Флаг должен был быть общим, объединяющим и удобным в употреблении для всех и доступным для всех. Так что бирюзового и розового у нас и здесь нет. И Гилберт Бейкер хотел, чтобы флаг был максимально для всего сообщества, чтобы он объединял, чтобы он отражал какое-то единство и разнообразие. И так у каждого цвета есть свое значение, например, красный – это жизнь, оранжевый – исцеление, желтый – солнечный свет, зеленый – природа, синий – магия, искусство, фиолетовый – это дух. Дух в переводе как spirit, в этой коннотации дух. Следующий слайд, пожалуйста. Что же такое сексуальная ориентация? Забыла сказать, что в 2018 году появилась новая версия флага, где присутствует коричневая, черная полоса и розовая, и голубая, и они репрезентуют не белое сообщество и трансгендерное сообщество. Это более современная версия флага, но пока что я даю самую базу. Предыдущий флаг все еще активен в употреблении, и все еще актуален, его все еще можно использовать. Итак, перейдем к тому, что такое сексуальная ориентация. Это сексуальное желание, влечение или его отсутствие человека к другому человеку. Сексуальная ориентация не зависит от гендера человека и от его возраста, точно так же, как на нее не влияет ни воспитание, которому был подвержен человек, ни какой-то опыт, который произошел с человеком в какой-либо период его времени.
Соответственно, сексуальная ориентация не является ни болезнью, ни каким-то отклонением, и она не является выбором, и ее невозможно изменить. Так что любые попытки изменить сексуальную ориентацию являются насилием над человеком, и такие вещи, как, например, конверсионная терапия, мы вопросы попозже зададим в конце, хорошо, вопросы в конце. И такие вещи, как конверсионная терапия, они по-настоящему калечат психику людей и доводят до суицида, поэтому никаким образом сексуальную ориентацию невозможно изменить, и все попытки ее изменить — это калечащие практики. Так что любые законы по типу гей-пропаганды — это основано исключительно на невежестве и необразованности, дискриминирующая и маргинализирующая ЛГБТК плюс сообщество вещь. Перейдем к следующему слайду. Какие же сексуальные ориентации бывают? На самом деле их довольно много, и чем дольше квир-сообщество находится в условиях безопасности, свободы самовыражения, свободы познания, тем больше появляется более инклюзивной терминологии, которую большее количество людей может использовать в отношении себя. Я сейчас не буду подробно... Ничего страшного. Просто скажу, что я считаю, что это очень здорово, что появляется больше ориентаций, больше способов самоидентификации для других людей. Мне кажется, этому можно только порадоваться и поддержать других людей. Говоря об аббревиатуре ЛГБТК+, я уже рассказала о некоторых таких широко известных ориентациях, там, про геев, про лесбиянок, про бисексуальность, но их, конечно, гораздо больше. На слайде вы должны были их видеть. Но подробнее все хорошо. Подробнее мы на них останавливаться не будем сегодня, потому что я боюсь, что может произойти какая-то каша в голове. Но если вам эта тема интересна, я в конце дам источники и англоязычные, и русскоязычные, и вы можете там поподробнее изучить эту тему. Ну, либо в моем блоге есть короткие видео про различные ориентации, например, вот про пансексуальность, и там тоже есть образовательные видео. Если вы хотите дальше изучать эту тему, то можете через них. Что же такое гендерная идентичность? Как написано на слайде, это внутреннее ощущение человека, личное какое-то чувство про себя, ощущение себя, например, женщиной или мужчиной, или кем-то еще на гендерном спектре. Это именно что спектр, это не два выбора, либо вообще никем вовсе из перечисленного. Это ощущение не связано ни с тем, что написано в свидетельстве о рождении, ни с тем, как человек выглядит. И гендерная идентичность выражается человеком и воспринимается обществом по-разному, в зависимости от культуры, в которой находится человек, и в зависимости от самого человека. То есть от культуры к культуре, от человека к человеку это может меняться. Узнать, какая у человека гендерная идентичность, со стороны невозможно, потому что невозможно узнать, как человек себя чувствует со стороны наверняка. Поэтому единственный вопрос узнать о человеке, какова его гендерная идентичность, это спросить. Но нужно понимать, что так как большинство квир-персон, так как мы живем в мире, где абсолютно в любой точке планеты быть квир-персоной не на 100% безопасно, так как большинство ЛГБТК плюс персон живут в условиях небезопасности, живут в условиях возможного какого-то насилия, преследования, это может показаться им довольно опасным вопросом, и это точно так же, как и про сексуальную ориентацию, очень личный и интимный вопрос, так что случайного прохожего нельзя спрашивать о таком прям сразу же сходу, это неэтично, но если вы хотите все-таки узнать о человеке больше, то сначала вы, конечно, с ним знакомитесь, а потом спрашиваете, готов ли он вообще говорить с вами на эту тему. Можем переходить к следующему. Вопросы задавать нужно, но этично и аккуратно, и на первое место стоит ставить чувство, конечно, человека. Так, что же такое квир? Вот я все говорю квир-сообщество, квир-люди. Квир сам по себе — это зонтичный термин, то есть под собой он имеет несколько способов использования. Квир — это человек, сообщество людей, которые идентифицируют себя как не гетеросексуальные или цисгендерные персоны.
Как будто бы вот что-то подобное мы уже слышали в начале, и это так, когда я давала определение ЛГБТК+, я тоже говорила, что эта аббревиатура используется для обозначения не гетеросексуальных или цисгендерных персон, медиапродуктов, организаций, мероприятий. Это все потому, что квир является синонимом ЛГБТК+. Например, когда речь идет о причастности какого-то медийного проекта, какой-то организации к ЛГБТК+. Например, это лекция ЛГБТК+. Но также я могу сказать, что это лекция, что это квир-лекция. Я, как бисексуальная женщина, являющаяся частью ЛГБТК+ комьюнити, могу сказать, что я квир-женщина. Также я про себя могу сказать, что я квир-лекторка, квир-активистка. Надеюсь, понятно, как это используется. Итак, также это используется в отношении людей. Как я уже сказала на своем примере, если вы являетесь частью квир-комьюнити, то вы можете сказать, что вы квир-персона. Но еще этот термин используют люди, которые не могут или не хотят в отношении себя использовать уже существующие термины. Не могут, потому что не чувствуют, что тот или иной термин отражает полностью их сущность. Не хотят, потому что по какой-либо причине те термины, которые существуют, им либо не подходят, либо они их не хотят использовать по какой-либо другой причине, в знак протеста, в знак чего угодно. Может, не хотят ограничивать себя рамками и не хотят строить вот эту вот рамочную систему и не хотят в ней участвовать. Поэтому такие люди, которые не могут или не хотят себя называть бисексуальной женщиной, трансгендерным мужчиной, лесбиянкой, геем, они могут использовать слово «квир». Просто сказать «я квир», и этого будет достаточно. Итак, последнее, что я скажу про квир, что на самом деле у него есть довольно интересная история. Оно не всегда так активно использовалось сообществом, и в какой-то промежуток времени было очень обидным и агрессивным ругательством, но сообщество себе его забрало. Это интересная история. К сожалению, в рамках сегодняшней лекции я не смогу ее рассказать полностью, но она будет в тех источниках, которыми я поделюсь, и у меня на YouTube-канале будет большое, не будет, уже есть большое видео про то, как слово «квир» перекочевало из обзывательства в активный термин, который используют в отношении себя квир-персоны. Лично мне было очень интересно про это узнавать в первый раз. Так, можно следующий слайд, поговорим про каминг-аут. Каминг-аут – это важное очень событие как для самой персоны, которая его совершает, так и для всего ЛГБТК+ сообщества. Это процесс, через который проходят члены сообщества, когда хотят открыть семье, друзьям, коллегам или всему миру свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Этот процесс может проходить у каждой персоны по-разному и в разном возрасте, но некоторые до самой смерти не открываются, хоть и являются частью квир-сообщества, потому что, конечно, несмотря на то, что есть у нас довольно развитые страны, все еще есть у нас на планете места, как, например, Саудовская Аравия, Судан, Иран, где быть частью ЛГБТК+ сообщества наказуемо до тюремного срока и смертной казни. Но даже несмотря на это, в суперразвитых странах, где уже как несколько лет легализованы однополые браки, как уже выпускаются пачками медиапродукты, где есть не цисгендерные персоны, не гетеросексуальные персоны, даже в этих странах все равно происходит насилие, все равно происходит преследование, дискриминация, полицейский произвол. К сожалению, все еще нет ни одного места на Земле, где такого бы не происходило, поэтому каминг-аут – это всегда очень смелый и важный поступок, потому что чем больше персон открыто заявляют о себе, тем больше общество принимает нас, привыкает к нам и признает, если уж так грубо говорить. Если вам хочется открыться в теории или кому-нибудь из ваших друзей, кому вы могли бы это рассказать, то, вероятно, иногда проще это будет сделать перед каким-то своим квир-знакомым, уже открытым или неоткрытым, о котором вы знаете, что он квир, либо на каком-то мероприятии тематическом подобном, либо на группах поддержки. Даже в Грузии существуют группы поддержки. Если хотите, я вам могу тоже в конце дать контакты их. Нужно понимать, что каминг-аут, только если вы не супер известная какая-то персона, это, к сожалению, не единоразовый процесс. Даже если вы на него решились, все равно каждый раз в новой компании.
Каждый раз в новой компании, при новых знакомых, если вы, конечно, этого захотите, но вам придется делать каминг-аут, потому что мы живем в гетеронормативном обществе, где за норму является гетеросексуальность и цисгендерность. И пока ты не заявишь об обратном, тебя по умолчанию будут считать именно таким. Поэтому каждый раз это новый каминг-аут. Конечно, с каждым разом он будет все проще и проще. Если первый раз это какое-нибудь сидение с родителями за столом и держание за руку со слезами, ну, это, образно говоря, не у всех так, разумеется, у меня было по-другому, то в следующих случаях это просто одно предложение, одна фраза о себе, и готово. Но так или иначе, да, мы все живем в очень жестоком мире, где все еще процветает насилие над квир-персонами, и это все равно довольно интимный и личный момент, поэтому в конце я еще буду говорить, как быть хорошим союзником для квир-персон, но если перед вами кто-то открывается или в вашем присутствии, вам очень важно дать понять этому человеку, что он находится в безопасности, что вы его принимаете, выслушать его и быть благодарными вообще за то, что человек осмелился и решился наконец-таки поделиться такой личной информацией именно с вами. Так что здесь нужно быть очень-очень поддерживающим. Так, можно перейти к следующему слайду. Про месяц гордости сейчас расскажу. Месяц гордости или Pride Month – это очень важное событие для ЛГБТК+ сообщества. Это период, когда мы празднуем свое разнообразие наших сексуальных и гендерных идентичностей и выступаем против долгих лет дискриминации, которым подвергались квир-персоны, начиная от юридического неравенства, где вы не можете с любимым человеком заключить брак, а потом получить все очевидные юридические привилегии от вступания с ним в брак, например, более легкий переезд, репатриацию, доступ к нему в больницу и усыновление ребенка, заканчивая откровенным насилием, преследованием и смертными казнями. Так что в этот месяц, в июнь, мы не только празднуем нашу свободу и наше разнообразие, мы также помним, через что пришлось пройти нам и таким, как мы, для того, чтобы находиться в том месте, где мы находимся сейчас. Так что в этот месяц мы еще и образовываемся, образовываем других, как-то изучаем вообще историю, а главное, акцентируем внимание на тех проблемах, которые существуют сейчас. Первый марш гордости, первый прайд-парад состоялся 28 июня 1970 года, и ровно за год до этого, в 1969 году, произошло одно из самых жестких столкновений квир-сообщества с полицией. Это произошло в гостинице гей-баре Stonewall Inn, и это восстание, Стоунвольское восстание, длилось на протяжении 6 лет и считается одним из самых масштабных столкновений сообщества, одним из самых жестоких столкновений сообщества. Тогда в гостиницу пришли полицейские и начали очень жестко обыскивать квир-персон, и начались беспорядки, началась драка, и длилась она на протяжении 6 дней. И это считается ответной реакцией сообщества на долгие годы дискриминации и преследования. Собственно, именно из-за этого месяц гордости празднуется именно в июне. Можно следующий слайд. Это очень важная веха в истории. Давайте посмотрим, как к ЛГБТК+ сообществу относятся сейчас. Вот это было 70-й год. Как у нас сейчас происходят дела? Если мы посмотрим на темно-синие участки, вот Соединенные Штаты, Канада, Австралия, то мы можем увидеть, что темно-синий обозначает легализацию однополых отношений и защиту на законодательном уровне квир-персон. Если мы посмотрим на светло-бежевый такой, в том числе и на Россию, то этим цветом отмечены участки, где нет как таковых никаких защищающих сообщества законов, но и каких-либо криминализирующих его, и уже на этом моменте можно понять, что карта довольно оптимистичная, она не учитывает ни государственную идеологию, ни полицейский произвол, ни настроение в обществе, ни медийную повестку. И если мы присмотримся к оранжевым цветам, где на карте оранжевые цвета, то там за то, что вы являетесь ЛГБТК+ персоной, вас посадят в тюрьму, а коричневые, там вам будет грозить смертная казнь. С каждым годом у нас
все это движется то в одну, то в другую сторону. Карта сделана в 2020 году, и с тех пор появились некоторые подвижки. Например, вот буквально на прошлой неделе, 16 декабря, в России в Госдуму ввели новую идею сделать уже уголовную ответственность за повторное нарушение о запрете о гей-пропаганде. И тем временем в сентябре этого же года на Кубе легализовали однополые браки и усыновление детей однополыми парами. И вот раньше было нельзя, а теперь с сентября можно. Так что движется оно в разные стороны, и никогда нельзя знать наверняка, сохранятся ли за тобой те права, за которые ты бился десятилетиями. Это всегда нужно очень крепко держать. Как же у нас относятся в Грузии? Можно следующий слайд. В Грузии не легализованы однополые браки. Однополые отношения не признаются в форме брака, ни в форме брака, ни в форме гражданского союза. Однако здесь есть различные квир-организации, мероприятия и квир-френдли заведения. Вот сейчас я буду прям читать, потому что это исследование. В 2021 году местной правозащитной организации группы поддержки женских инициатив проводилось исследование знания, осведомленности и отношения к ЛГБТК+ сообществу и их юридическому равенству в обществе. И что же они нашли в этом исследовании? Согласно исследованию, с 2016 года процент противников однополых браков уменьшился на 14,2% пункта, а противник сторонников увеличился на 5,4%. Что касается прав на усыновление детей, то там количество противников снизилось на 12-13% пунктов. К сожалению, я недостаточно хорошо пока что читаю на грузинском языке материалы, поэтому в конце я могу дать как ссылку на оригинальный источник исследования, так и ссылку на русском языке написанную статью с основными выводами по этому исследованию. Но также хочу еще добавить личную просто историю от себя. Я в этом году впервые побывала на Прайде, и побывала я именно здесь, в Грузии, и это было масштабное мероприятие с образовательной какой-то стороной, с развлекательной. Было очень много музыки, было много людей, было много свободных людей, и мне невероятно понравилось, что я там побывала. И да, параллельно я читала в новостных каналах, как там полиция отгоняет людей, которые сжигают себя заживо в центре города во имя противостояния, но при этом конкретно парад, конкретно Прайд, мне очень сильно понравился, и как открытая бисексуалка я могу сказать, что в Грузии мне со своим статусом живется сильно спокойнее, чем в России. На этой прекрасной ноте давайте я поделюсь с вами полезной информацией. Вот здесь можете сделать прям фотографию, можете увидеть русскоязычные источники информации, где вы можете брать те или иные данные. Например, вот сверху внизу, где ТикТок нижняя, там вообще уроки английского со всякой лексикой квирной, в том числе и слово «квир», и там есть всякий сленг, который использует квир-сообщество, например, «слей» и прочее, возможно, вы слышали. Да, в Инстаграме сверху это про сексуальность, внизу это вот эта вот большая наша сеть российская ЛГБТ, сверху на Ютубе тоже хорошая репрезентация однополых отношений, и все эти люди снимают про законодательство, про то, как все меняется. Можно следующий слайд, если здесь все успели. Вот. И англоязычных источников, конечно, у меня больше, потому что в английском как-то в целом просто больше информации на эту тему. Как я и говорила, у меня на самом деле основное мое познание себя очень сильно продвинулось, когда я начала понимать тексты на английском. Ну и да, сверху в ТикТоке вы можете увидеть исторический канал, новостной канал. Здесь тоже анализ медийных продуктов, то, как репрезентуется квир-сообщество в медиа. Ну и вот это вот LGBTQIA фандом, это вообще Википедия, то есть там прям супер-супер базово написаны определения, там очень много информации, я в том числе периодически пользуюсь этим источником, потому что я не все знаю, несмотря на то, что я являюсь квир-сообществом, мне не открылся портал с бесконечным радужным знанием, к сожалению, мне приходится это все самостоятельно, разумеется, изучать, и это хороший источник, где это можно делать. Вот. Ну и снизу тоже очень красивый сайт, где также описаны базовые определения. Перейдем к следующему слайду. Расскажу, как же быть союзником. Если вы будете гуглить информацию на эту тему на английском, то вам как раз понадобится слово ally.
Какие же основные правила я вывела для людей, которые не являются частью сообщества, но хотят нас как-то поддерживать, как-то быть полезными и открытыми? Во-первых, будьте открыты, слушайте, пожалуйста, учитесь, возьмите на себя ответственность изучить терминологию, историю, изучить ситуацию в стране, в которой вы сейчас находитесь, новости и так далее, потому что случайно попавшийся вам квир на улице — это опять-таки не источник ваших знаний, это не значит, что вы не можете задавать квир-персонам вопросы, но если у вас есть возможность ознакомиться с какой-то темой самостоятельно изначально, то сделайте это, а потом уже задавайте вопросы, напоминаю, уважительно и аккуратно, учтиво. Следующее. Нужно у себя в голове свое представление о том, что у некоторых в голове представление о том, что все вокруг цисгендерные и гетеросексуальные, исключить, потому что ЛГБТК плюс персоны не ютятся в каком-то одном местечке, увешанном флагами радужными. Мы повсюду абсолютно, и большая часть из нас выглядит и ведет себя точно так же, как вот примерный образ человека, который у вас есть в голове. Поэтому параллельно вместе с этим нужно следить и за тем, что вы говорите, и за тем, что вы делаете, делать свою речь более инклюзивной. Например, фразу «у тебя есть парень» можно заменить на «у тебя есть кто-нибудь», или «у тебя есть парень или девушка», или «у тебя есть партнер или партнерка». Конечно, вот про партнеров это супер квирный тезис, но текст, господи, квирный, как это сказать, термин, это тоже на «т», но у меня уже каша, прошу прощения. Это тоже квирный термин, но мне он очень нравится. Следующий шаг, который вы должны сделать, это действовать, потому что просто так назвать себя союзником, конечно, можно, но особо это ничего не произведет, поэтому как хороший союзник, голосуйте против дискриминирующих законов, проводите различные беседы со своими друзьями и семьей, пресекайте какие-либо шутки гомофобные и трансфобные, и поддерживайте различные квир-организации, которые есть в вашем городе по возможности. Четвертое, вам нужно понимать, что вы можете быть иногда неправы, и это нормально абсолютно, вы можете перепутать чьи-то местоимения, вы можете сказать какой-то не тот термин, и это нормально, просто будьте открыты, слушайте, что вам говорят, и умейте признавать свои ошибки. Поправляйте себя. Если вы вдруг, возьмем теоретическую ситуацию, если вы вдруг говорите со своим квир-знакомым каким-нибудь или в квир-компании о погоде или о кино, о чем-то нейтральном, и случайно путаете чьи-то местоимения, не нужно спускать на себя абсолютно всех собак и делать сразу же абсолютно нейтральный разговором о противостоянии квир-сообществу всему миру. Это иногда очень-очень нерадостно превращать в это все беседы. Просто поправьте себя и продолжите говорить дальше, либо узнайте, как правильно, поправьте себя, запомните и продолжите говорить дальше, и вот этого будет достаточно, это будет хорошо. Ну и последнее, что я здесь скажу, это то, что слова важны, то, как мы разговариваем, формирует нашу реальность, поэтому очень важно понимать, насколько значимы слова, которые вы используете в отношении себя и в отношении других людей. Старайтесь делать свою речь более гендерно-нейтральной. И также помните, что шутки и какие-либо обзывательства имеют очень большое значение. Например, слово обзывательство на букву «П», которое обозначает мужчину, который любит другого мужчину, и рифмуется со словом «сидор», многие используют с фразой «Ой, да это не потому, что он гей, а потому, что он человек плохой». Но это буквально означает, что вы другого человека обзываете геем, и что геем быть настолько плохо, что это может быть целым обзывательством, может быть настолько обидным обзывательством. Так что, пожалуйста, так не надо. В одном из русскоязычных источников, если мы можем сделать 2 скачка назад, у активистки Ники Водвуд, у Никсель Пиксель, есть видео про то, как ругаться так, чтобы не использовать дискриминирующую лексику. Спойлер. Ладно, не буду спойлерить, это нехорошо, не будет на камере это хорошо смотреться. Но да, посмотрите, там хорошие советы, я это видео посмотрела, тоже узнала много нового, когда оно вышло. Ну и общий совет для всех, кто хочет быть хорошим ally, рефлексируйте. Такое выражение «чекайте свои привилегии», смотрите, где ваш голос громче, и используйте его на благо. Будьте открытыми, уважительными, слушайте
и учитесь, и тогда все будет хорошо. На этой прекрасной ноте я хочу сказать спасибо, что досмотрели лекцию до конца. А где? Не включается последний слайд, а нужно очень сильно, там же подарочек. Ага, вот сюда, хорошо, можно так, вот сюда, пожалуйста, пишите верхнее слово «подарочек», и я вам отправлю сборник ЛГБТК плюс френдли фильмов новогодних, которые можно смотреть со своей семьей, со своими друзьями или одному в Новый год и радоваться. Вот, было сложно их найти, их почти нет. Спасибо, что досмотрели, дослушали. Теперь я сажусь. Так, да. Можно спросить, разница между интерсекс, феминист? Да, интерсекс. Intersexual feminism. Вот, и как использовать на русском языке? Интерсекциональный феминизм с другими остальными феминизмами. Мне кажется, что это супер отдельная такая тематика про феминизм, которая, она рядом, конечно, с ЛГБТК плюс темой, но если коротко, то интерсекциональный феминизм, он подразумевает учитывание всех накладывающихся на тебя дискриминации. Например, я подвергаюсь сексизму как женщина, но я также подвергаюсь бифобии и общей такой гомофобии как бисексуальная женщина. Женщина не белая и бисексуальная, она подвергается и сексизму, и гомофобии, и расизму. И нужно учитывать все вот эти вот виды дискриминаций, чтобы полностью ей как-то помочь полноценно. Это то, что считает вот интерсекциональный феминизм. Вот это если коротко. Да. Вот смотрите, в Грузии, как вы написали, да, нет дискриминации. Нет, она есть. Я написала, что есть. И тут люди себя сжигают, а в прошлом году вообще человека убили, журналиста, если я не ошибаюсь. То есть Вот. митинги, демонстрации – это в пользу, как бы, да, защиты тех стран, где эта дискриминация есть? Митинги какие именно? Прайд-митинги или квир-митинги или против митинги? Потому что были и те в этом году, например. Ну, митинги, демонстрации за поддержку, да, против тех стран, где есть дискриминация. Здесь? Да. Нет, это и в том числе и для этой страны тоже, чтобы здесь легализовали однополые браки и было более инклюзивное законодательство. А насколько важно? Конечно, важно. Вы знаете, сколько юридических привилегий у людей, которые заключают брак? Невероятное количество. Даже не затрагивая тему любви и всего остального. Да, есть еще. Если... Ой. Ну ладно, если нет, то я очень рада, что всем понравилось. Возможно, я просто... Вопрос, да. Он такой очень сложный, скажем так. Ну давайте попробуем. Возможно. Я очень слаб в этой теме. Как раз для вас лекция. Как раз для вас лекция, хорошо. Да. Я вот, собственно, интересуюсь. Мне очень интересно вот, узнать как можно больше информации. И вот вы затронули тему шуток. Да. Я бы хотел, не могу ничего конкретного сейчас спросить, но хотел бы немножко, чтобы это поподробнее, не знаю, может, как-то есть что раскрыть, если есть. На самом деле, да, есть. Поэтому, собственно, и появляются такие видео про то, как ругаться, не используя дискриминирующую лексику. Если мы берем какое-то ругательство, то у него так или иначе есть какая-то своя история. История у слова... Не знаю, можно тут ругаться или нет, наверное? Ладно. Ну да, P-word, слова на букву S и так далее. У каждого из них есть своя история и своя определенная коннотация, свое определение, которое за ней закрепляется. То есть слово на букву P, оно по умолчанию означает мужчину с мужчиной. И так как оно имеет под собой уже это значение, то, что на него сверху накладывается оскорбление, оно продолжает вот эту дискриминирующую историю в отношении квир-комьюнити, что квиром быть настолько плохо, что это может быть оскорблением. Само слово «квир» было в какой-то период времени оскорбительным, потому что квир переводится на русский как странный, как такой типа чудак, плохой, нехороший. И
долгое время этим словом буквально обзывали людей на улице, это было очень обидно, но не помню, как именно называется термин, когда сообщество берет какое-то слово и забирает его себе и использует его в совершенно другой коннотации, так что оно теряет свой прежний смысл, но вот это сделало ЛГБТК плюс сообщество со словом «квир». Вот. Вроде апроприация называется. Как? Реклейминг, вот, да, реклейминг. Вот, да, можете загуглить реклейминг и как это работает, и почему это важно. Да, нет, реклейминг, да. А вот как раз таки продолжаю вот эту историю с реклеймингом и так далее. Стоит ли как раз таки тем, кто квир, как раз таки взять это слово, которое мы сегодня упомянули, Да. и забрать себе, или его лучше вообще не использовать и перестать? Его можно забрать себе, но вопрос в каком смысле. То есть если одна квир-персона другую называет словом на букву «П» в негативной коннотации в трактовке, что это оскорбление, это все еще тоже оскорбление. Вот сейчас я вижу, что происходит в фем-сообществе со словом тоже на букву «П», которое рифмуется, звучит как «поезда», используйте, да, фантазию, и что это пишут и на футболках, и тоже активно используют. Это для того, чтобы слово потеряло свое предыдущее значение, его нужно использовать в совершенно другом ключе, в положительном каком-то ключе. То есть именно формат его использования важен. Тогда это будет работать. Да. Вот я насчет слова вот этого понял, я, собственно, его не использую. Хорошо. Как бы есть, да. Если кто-то использует, я говорю, осуждаю. Но это как бы, да, это еще встречали где-то. Ну, в общем, да, плохо отношусь. Но есть еще какие-то моменты, которые, как бы, не знаю, может, Павел, может, какие-то еще обсудить. Просто вот есть шутки, ну, вот, да. Например, я вот про свое окружение говорю, да, есть шутки какие-то там, ну, скажем, подметить, да, знаете, там, друг друге что-то такое. Это чисто дружеская такая тема, не знаю, вот мне интересно, как вот к этому относится, как относится вообще, ну, еще есть что-то такое, что можно обсудить. Ну вот это вот по-дружески, это дружеское, как будто бы это очень сильно похоже на... Да это не потому, что он гей. Да, это не потому, что он гей. Вот как я привела в пример со словом на букву «П», вот, со словом «сидр». Но... Да, здесь нужно очень хорошо рефлексировать и понимать, что означают ваши слова. Прям сядьте и подумайте, что означают ваши слова. Слова, которые вы используете, они обидные почему? Почему вы так говорите? Если это какое-то подтрунивание, возможно ли использовать какие-то другие слова, чтобы оказать тот же эффект на человека, которые при этом эти слова не имеют ту же историю, то же значение? Да. Мне кажется, понял, что имел в виду. Да. Андрей. Да. Вот, он спрашивал про то, как вообще сообщество относится именно к шуткам, типа не называть там, другого человека сидором, персоной, но типа говорить, что вот то или иное действие будто бы вот касаться этой темы. Да. Но к квир-сообществу нужно понимать, что это гигантский живой организм. Нет какого-то человека, который скажет, вот я главный гей во главе всех геев, и то, как я скажу, так и правильно. А? Да, но, к сожалению, да, на самом деле есть очень много гомофобных лесбиянок, есть трансфобные бисексуалки, очень много в самом сообществе различных дискуссий, и в том числе разные люди в сообществе по-разному реагируют на то же самое использование сидра. Кто-то сам использует это слово в негативной коннотации, активно, не видит в этом ничего плохого и не хочет видеть, не хочет как-то образовываться в этом. И когда его друзья что-то подобное говорят, ему тоже совершенно нормально будет это слышать. Другие же люди как-то очень глубоко оскорбляются и понимают, что это под собой имеет, какую-то историческую важность имеет, какой-то имеет эффект на общество и стараются как-то образовывать. Это не значит, что кто-то из них хуже или лучше. Это я просто... Есть какая-то повестка, получается, общая? Относительно есть очень много течений внутри, есть очень много течений, и в это нужно уже углубляться поглубже. Да. Можно, да? Да. Ага, да, привет. Привет. У меня такой вопрос. Ну, во-первых, хотела бы советовать, у тебя, по-моему, Вундеркинд не был упомянут, и он тоже классный ресурс Да. для
знания. Да, Вот, очень хороший. Я, наверное, очень много оттуда узнала. То есть, Как я могла прям забыть очень- вообще? Да, Вандерзин, очень много, русскоязычный, да. да, источник информации. Вот. И когда я тебя слушала, ну, все равно читаю уже много лет, много чего, и я понимала то, что, ну, там, все равно узнаешь постоянно что-то новое, и кажется то, что, ну, там, например, такие основы про сексуальную идентичность должны преподавать на уроках сексуального образования. Да, хорошо бы. Несмотря на то, что у нас запрещают, ну, пропаганду так называемую, и всякое такое, то, что у нас сейчас, например, творится в России. Да. Как ты относишься к просвещению с детского возраста? Тебе кажется, это что-то нужно или не нужно? То, что это детей не касается, и надо 18+. Как человек, который чувствовал себя в ужасном смятении на протяжении нескольких долгих лет, в коем находятся люди, некоторые абсолютно всю свою жизнь, потому что у них не было достаточного количества информации и должного образования, я могу сказать, что лучше говорить детям, какие варианты присутствуют, чтобы они не травмировали сами себя, чтобы они не додумывали что-то таким образом, чтобы почувствовать себя неправильным и неприемлемым в обществе просто за то, какой ты есть, за то, как ты чувствуешь. Очень важно объяснить ребенку, какие есть вообще ощущения в этом мире, какие есть люди в этом мире, и чтобы его процесс самоидентификации был благодаря этому проще. Мне кажется, это очень важно, и это, правда, нужно преподавать на уроках сексуального образования. Да. А вот есть какое-нибудь исследование, с каких именно пор примерно? Ну, там, с 6 Нужно лет. детям что-то преподавать? В каком возрасте начинается такое познание себя? До самого детства, на самом деле. В плане там, вот в 4 года ты ешь Способен тому, поесть, а да, потом в 6 лет ты такой... Я сейчас точно не вспомню, есть ли конкретно исследования на эту тему, но вообще люди, опять-таки, очень сильно по-разному осознают себя в разном возрасте, на это очень сильно влияет вот эта гетеронормативность, что все вокруг гетеросексуальны, что все вокруг цисгендерны, очень сильно влияет, да, количество информации, так что сейчас, мне кажется, нет даже каких-то абсолютно объективных исследований, когда человек может полностью познать себя, потому что, по сути, он познает себя тогда, когда дорывается до информации, по сути, ну, если он является квир-сообществом, да. А все-таки вот я так до конца не понял, я тоже много слушаю, много читаю и так далее, да? Все-таки гей – это заболевание или это социальное? Нет, это не заболевание. Еще в 1990 году ВОЗ исключил гомосексуальность из порядка заболеваний, из, как это называется, из реестра общих вот этих заболеваний, М что-то там. Международные что-то там заболевания. Да. Да, но все-таки вот согласитесь, да, все равно это, я не против, я, ну все равно, на самом деле, да, я очень толерантен в этом вопросе, да, но все равно как живут люди, да, Да. их личная жизнь, абсолютно я согласен. У меня есть друзья геи, ну, знакомые, так скажем, может, Хорошо. не совсем друзья, вот, мне все равно что не делают там, вечером, с кем и так далее. Вот. Но все равно, да, если вы не говорите, что это не болезнь, Да, это не да, болезнь. зачем поднимать эту тему, да, и развивать в людях, да, у которых нет таких вопросов, у которых не возникает таких вопросов, да, поднимать этот вопрос, ну и, по сути, увеличивать их проблемы. В каком случае в виде увеличивать их проблемы? Ну, понимаете, вот я жил в Советском Союзе, да, мне 53 года, у нас этого не было, да, я знал, что у нас там в 4 классах, да, там 2 мальчика геи, все. Вот. И не было никаких обсуждений, на самом деле, особенно никто их не презирал, нормально все проходило. А если бы эта тема разбывалась, да, если бы эту тему обсуждали, то, мне кажется, количество проблем, количество людей, у которых были бы проблемы, стало бы просто больше. То есть, может быть, не трогать эту тему, просто закрыть ее так, что, ребят, вы живите как хотите, да? Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, зачем эти темы обсуждать?
Если это личная жизнь каждого человека, смысл вносить эту тему, да, разогревать ее, обсуждать ее. Да, я поняла. Так, кто-то хотел комментарий дать? Ну там просто в России, вот Если у мы нас сейчас дискуссия. говорим все-таки о русском каком-то комьюнити. В русском комьюнити, мне кажется, эту тему как раз таки обсуждают с плохой стороны на данный момент. Ее не обсуждали раньше, ее не трогали, да, соответственно, было легче. Вот как это коррелирует, возможно, с вашим опытом. Но сейчас ее начали обсуждать реально, вот на уровне государства. Это прям, ее с не той стороны обсуждают. Ну, если ни с какой стороны не надо обсуждать. Так вот, это государству, мне кажется, надо сказать. Это дело не в людях, которые этим занимаются. Еще комментарий. Эту тему очень важно обсуждать, Ответ. потому что у ЛГБТ-людей все еще меньше прав во многих странах, чем у людей гетеросексуальных и цисгендерных. Тот же вопрос с браком, тот же вопрос с заведением детей. Во многих странах, включая Россию, нельзя квир-людям завести никак детей, если они там не как-нибудь женятся на представителя другого гендера. Это, во-первых. Во-вторых, это необходимо делать, чтобы людям было проще осознавать свою ориентацию. Они в любом случае с самого рождения являются квир-людьми, но из-за того, что в медиа не представлена информация о таких же людях, как они, им сложнее самоопределиться, у них начинаются депрессии, начинаются другого рода проблемы психологические, из-за того, что общество давит на них, чтобы они соответствовали каким-то стандартам, и они не видят, как себе реализоваться в рамках этих стандартов, потому что они в них не вписываются, потому что они родились такими. Смотрите, тогда мне скоро придется ходить на демонстрацию, я не гей, что в этом плохого, да? Знаете, я вот думала об этом, я думала, что если бы прошел гетеропарад, никто бы не ущемился. Если бы миллионы мужчин и женщин вышли на улицы рассказывать о том, что они мужчины и женщины, и что они любят друг друга, я думаю, все бы порадовались, и вы бы порадовались. Но почему-то, когда выходят люди другой ориентации, или другой сексуальной ориентации, или другой гендерной идентичности, это как-то все-таки ущемляет. Потому что получается какая-то история, я, конечно, не гомофоб, но... И вот у меня есть такое видео с таким... Но, и там сразу же за это что-то очень гомофобное следует из серии. Ну зачем об этом рассказывать? Зачем рассказывать о гетероотношениях? Вот зачем рассказывать о гетероотношениях? Я вот тоже не очень понимаю. Давайте вообще не будем говорить об отношениях в принципе. Дело в том, что да, о гетероотношениях мы видим истории с самого детства, нам рассказывают про маму Мишку и папу Мишку, нам показывают, я не знаю, что сейчас дети смотрят, свинку Пеппу, принца с принцессами. Это гетеропропаганда. Это не пропаганда, ладно, хорошо. Возможно, не пропаганда, но действует она активно, Это определенного рода просвещение, и из-за того, что мы имеем только гетеросексуальные примеры, только цисгендерные примеры, где ни одна принцесса не понимает, что, не принцесса, она не чувствует себя принцессой, а принц она. Из-за того, что мы не имеем таких сказок, где принцесса спасает другую принцессу, невероятное количество людей действительно начинает иметь ментальные проблемы, начинает иметь большие проблемы с обществом, большие проблемы с собой. Это исключительно вопрос самопознания, это касается буквально здоровья других людей. Процентном соотношении, например, да, геи, я что-то помнила. Не геи. А насколько я знаю, это 2%, да? Давайте мы с этим согласимся. И, нет, официально 2, да? И, поймите правильно, если мы до 2% будем делать, да, 50% фильмов, где принцесса спасает принцессу, это уже не... Давайте 10 хотя бы, Что? Давайте 10 хотя бы процентов. А можно я скажу, пожалуйста? Если бы до этого мы делали 2 сотни лет, то, возможно, это бы было актуально. Мы не делали сотни лет ничего, поэтому стоит делать 10%, 20%, 30%, чтобы нормализовать этот процесс. Для того, чтобы найти ЛГБТК плюс френдли фильм, не фильм, где в главной роли находятся люди не гетеросексуальные или не цисгендерные, я потратила 2 недели, потому что они есть, эти фильмы, но их настолько мало,
по сравнению со всем контентом про гетеросексуальность, про цисгендерность, отвечающую вот этим рамкам контента, что это просто невообразимое соотношение одно с другим. Для того, чтобы сделать вот сегодняшний подарочек, нужно написать подарочек, напоминаю мне в Инстаграм, чтобы получить подарочек. Чтобы его сделать, я потратила очень много времени, и это сейчас у меня там 3 фильма, которые были выпущены после 2020 года, из 5. Вот так. А прошлый, по-моему, в 2018 еще один. Считаем процент. И считаем проценты, да. Ну это же коммерческий, да, фильм это коммерческий проект. Это репрезентация. А репрезентация очень важна. Можно я тоже добавлю, может быть, даже чуть-чуть перефразирую, что уже было сказано. Я хочу сказать, что человечество полностью живет в среде гетеросексуальной и цисгендерной, полностью. И вот этот вот сейчас промежуточек, где вот карту, да, мы вот смотрим, где там Европа чуть-чуть синенькая, там где-то, да, Австралия была, по-моему, синенькая, еще там Штаты. Это, по-моему, такой мизер. То есть людям нужно, чтобы знали про... Чтобы их считали людьми, чтобы за ними закрепляли человеческие права, как минимум. Чтобы они чувствовали себя не изгоями и в безопасности. То есть вот это вот самое начало сейчас, поэтому обязательно, ну а как, надо что-то делать, поэтому и парады, поэтому, ну хоть как-то о себе заявить люди должны, это действительно очень важно. Вот вы видите бежевую большую часть, да? Да. Вот она скоро будет вот оранжевой. Скорее всего, да. Весьма вероятно, это именно потому, что мы не образовываемся в этой сфере. Так, да. Я тоже хотела комментировать и задаться вопросом насчет того, как большинство людей, даже пускай, как Дима сказал, это 2% и 98% разница, хотя я с ней не соглашусь, и это вопрос того, как себя человек самоопределяет, и часто это происходит из-за навязанных рамок, и это не является правдой для человека, то есть многие могут просто не знать, многие живут несчастной жизнью до 50, а потом осознают то, что они геи или лесбиянки, и разводятся, и наконец-то находят пару, которую они будут любить. Вот, поэтому здесь сложно говорить о статистике, наверное, в данный момент, когда только просвещение началось в этой сфере, и потом я не понимаю, почему даже если бы не было ни прайдов, ни митингов, ни еще чего-то, если бы люди просто жили своей жизнью, к ним бы все равно были какие-то претензии. Я не понимаю, почему нужно запрещать им усыновлять детей или любить друг друга, или, они же, даже если они просто запираются дома, как это было в Советском Союзе, и занимаются, ты сказал, своей жизнью, своими делами, то все равно же кто-то приходит, кто-то их будет бить, потому что узнал то, что они геи, или в Советском Союзе было уголовное ведь наказание за нетрадиционную, так называемую, сексуальную ориентацию. Как это мужа, что-то там, мужеложство, да. Да, и поэтому все было не так спокойно и ровно на самом деле. И тут множество. Да, сзади там еще комментарий, вопрос? Я еще хотела добавить к материалам. Мне кажется, что самый важный фильм про права ЛГБТ, например, в России, это «Welcome to Чечня». Если очень жесткий фильм, но да. Потому что там речь идет о том, что, в общем-то, в стране, откуда многие из нас, ЛГБТ-персон убивают. И более того, строят целые тюрьмы, где их пытают и так далее. И на самом деле идея о том, что если мы не будем высовываться, и все от нас отстанут, к сожалению, не выдерживает проверку реальности. Потому что, как показывает практика, геев перестают убивать там, где все-таки идет какая-то репрезентация, какой-то разговор об этом. Поэтому, да, это, к сожалению, иллюзия. И для того, чтобы посмотреть, как, в общем-то, эта иллюзия работает, можно посмотреть фильм «Welcome to Чечня», он про нашу страну. Он очень-очень о многом рассказывает, это очень-очень важно знать. Смотрите, здесь мы немножко не то что путаем понятия, а вычленяем, да? Есть понятие свободы слова, свободы человека, да? Ценности человеческой жизни, да? И геи, лесбиянки и так далее, это часть этих свобод, да? Вот посмотрите на страны, которые закрашены оранжевым,
это страны, где не только преследуют лесбиянок, да, это страны, где преследуют свободу слова, да, и так далее. То есть это больше общеполитическое понятие, да, это уважение человеческой жизни, уважение свободы слова, и это просто комплексная вещь, да, и вот вы ее сейчас выделяете, а они равнозначны. Нет, это не комплексная вещь, потому что белого... Это равнозначно. Там, где есть свобода слова, да, там, где есть уважение к жизни человека. Белого Да? гетеросексуального мужчину в Чечне не будут убивать и строить для его пыток отдельную тюрьму. Ну, Нет, почему? нет, это не вопрос проблем всех прав человека. Как я хорошо сижу. Ну, вот в Грозном были? А вы так думаете, будем разговаривать? Нет, я не воевал, я не про это говорю. Я говорю про то, что, да, там... Я еще раз скажу, если вы мужчина в Чечне с гетеросексуальной ориентацией, у вас гораздо меньше проблем, чем если вы мужчина в Чечне с гомосексуальной ориентацией. Да, Поэтому все-таки есть проблема. Все-таки притеснение не только по... Там молодежь не пьет, не курит, ходит в черных одеждах, да, и с автоматами. Вот и все. И поэтому это такая же проблема возникает. Это продолжение вот этой темы. Да. Да, еще, да, действительно, в основном проблема у ЛГБТ плюс людей, которые в странах, где меньше свободы слова, где больше репрессий в целом к населению, но даже в других странах все равно есть различные проблемы, различные... Есть дискриминация, есть насилие, есть полицейский произвол. Вот. И на самом деле вот большинство стран, которые закрашены здесь ярко-голубым, получили этот цвет последние лет 5. До этого вот в США, например, только в 2014 году легализовали однополые браки, и только в этом году это закрепили как закон федеральный. На федеральном уровне, да, вот буквально пару дней назад. Да, вот, то есть эта проблема все еще сохраняется практически во всех странах, и об этой проблеме нужно продолжать говорить, в том числе из-за того, чтобы про нее не забыли, когда там производили какие-то реформы. Права отнимают, можно посмотреть на примере прав на аборты, также в США. Да. Еще хотел добавить, это, что многие люди, необразованные люди, они воспринимают ЛГБТ-сообщество как... Начну с того, что как людей настолько разных, настолько далеких от себя, что это как будто не люди. Да. А когда так происходит, это называется обесчеловечивание. А Конечно. когда происходит обесчеловечивание, это первый шаг к нацизму, к фашизму. Но это другое слово. Это уже не по нации, не по расе. Это другое. Я не знаю, честно, даже определение. Ну, да, поэтому в том числе очень важна репрезентация. Надо показывать, что это люди. Да. Потому что у нас, объективно, если посмотреть на разницу между ЛГБТ-человеком и не ЛГБТ, обычно цисгендерный. Цисгендерный, гетеросексуальный. Гетеросексуальный, да. Это разница в предпочтении полового партнера. А у нас есть много разницы в разных вещах. Начнем с преференции в еде, преференция в одежде, кто как что любит. Это вопрос одной только стороны, это один пункт из 1000. И из-за одного пункта, из-за этого, нельзя просто людей воспринимать как не людей. Да и вообще, это очень большая проблема, она просто ЛГБТ-сообщество достаточно остро касается. Люди не считают других людей людьми в каких-то ситуациях, позволяют себе вообще эту мысль. И это первое, я считаю, с чем надо бороться, и какую надо, если мы с этим поборемся, если мы будем противостоять, у нас вообще много проблем идут, в том числе и вот это. Если вас в стране не считают человеком, бесполезно бороться, да, отдельно за геев, лесбиянок и так далее. Нужно бороться за то, чтобы ваша страна считала вас человеком, да, считала ваши права. После этого вы дальше можете бороться за какие-то другие права. А так бесполезно, да? Это последовательность. У вас, у белого гетеросексуального мужчины, есть проблемы в России с тем, чтобы заключить брак или усыновить ребенка? Нет. А у ЛГБТ персоны есть. Почему? Потому что мы не можем заключить брак. Представляете? Просто потому что вы... Я как одинокий мужчина не могу усыновить ребенка? Нет. Нет. Сейчас Нет.
Почему? Не м- Запрещено было пару лет назад. Ну, суррогатное материнство вот буквально только что запретили. Как одинокий, я не помню, можно ли усыновлять? Нет, такое Подождите, я как мужчина просто, да, который Нет. предоставит справку о том, что у меня хороший доход, я могу усыновить любого ребенка. Нет. Нет, уже Нет. И тогда Печально, вот да? дискриминация. Внезапно выясняется, что существует Ну, дискриминация. полезная лекция получается. Сложно, когда ты гетеросексуальный мужчина понимать, что такое дискриминация вообще в целом. Хорошо. еще посоветую параллельно Шейняна, еще один лектор, он делает фильмы, как раз делал про Да, усыновление. очень хорошие, да, и про то, как вообще однополые отношения влияют на воспитание ребенка, как они на нем отражаются. Очень интересное видео. Брак, что брак можете заключить, как гетеросексуальный белый мужчина? Да? А я не могу брак женщины заключить, например. Я тоже. А если я хочу, чтобы там, мою жену пускали, ну, женщину, с которой я живу, с которой я строю отношения, пускали в палату, когда меня увезли по скорой, у меня нет для этого никаких оснований. Она мне никто, даже если я с ней 8 лет живу. Или Знаете, это если вы... происходит потому Это что- разница в правах. Да, просто банально. это просто разница в правах по сексуальной ориентации, например. Так было с неграми, например, в Америке, а потом у них стал черный президент. И это происходило, потому что негров начали пихать во все фильмы, как вот эти вот все. Чего их вот везде запихивают? а Людей вот- расслабили в отношении к этим людям. Просто то же Сейчас самое. Потом права Было. поменялись. Раньше Хотела. неграм нельзя было в туалет делать. Поднимала руку. А теперь президент черный. Ничего, нормально. Ну, как бы, если ЛГБТ, такая же история приблизительно. Так, поднимал руку. Да, только для этого сначала Штаты построили демократическое государство, да, и после этого стали... Ну не сначала, но вы же понимаете, что борьба была... Ладно. Себя можно начать, например, со своей личной лояльности к другим людям. Потому что не винить и не говорить о том, что у людей есть... Нет проблем, когда они говорят о своих проблемах. Если вы не понимаете их проблем, это не значит, что их нет. Я почему? Я ничего не говорю, я очень хорошо отношусь ко всем людям. Прекрасно. Спрос рождает потребление. Так, ну что, есть ли у нас еще какая-то последняя, может быть, последний вопрос? Да. Я просто хотела сказать, что ты когда вначале сказала, что задавайте вопросы, я поняла, что это такой объем, что сложно вообще понять, о чем именно спрашивать. Поэтому потом... Нет, да, тема, лекция, правда, очень большая. Я с трудом вообще выбирала... Я его не спрашивала вас, не надо. Нет, ну то, что почему? Да не хотите смотреть. Ну, потому что еще поговорить про брак, про все остальное. Сказать, что пересмотрим усыновление, супругов или одиноким, настоящих браки усыновителей. Хорошо, вы так правы. Ой, как классно, что у нас равные права для всех. Да, наверное, на этом мы можем закончить и можем продолжить дискуссию, как только лекция закончится. Да, спасибо большое.